Глава 251. Селянь с улыбкой столкнул с себя Хуачена, который придавил его так, что стало трудно дышать. Горячая волна чувств еще не схлынула, но принц вдруг вспомнил кое о чем и как бы между прочим заговорил: «Кстати, Сань Лан, насчет пещеры 10 тысяч божеств». Хуачен снова забросил руку ему на грудь и, рассеянно поигрывая пальцами, лениво протянул: «А что насчет пещеры 10 тысяч божеств?» «Ничего, просто я вдруг вспомнил, что на горе Тунлу произошло извержение вулкана. Те статуи в пещере 10 тысяч божеств не пострадали, ведь если так, будет ужасно жалко». Все-таки каждое изваяние творения Хуачена, в которое он вложил душу, и принцу все они очень нравились. «Не пострадали», — ответил Хуачен. «Я заранее установил магический барьер, так что даже если вся медная печь рухнет, пещера останется цела». Селянь воодушевленно произнес: «Правда». «Замечательно. Значит, все в порядке. Я хочу отправиться туда посмотреть. Можно?» Хуачен, казалось, на мгновение задумался, но сразу же улыбнулся: «Хорошо. Если ГГ желает взглянуть, пойдем, что здесь невыполнимого». Селянь воодушевился еще сильнее: «Значит, идем завтра. Все равно медная печь уже открылась, туда можно попасть в любой момент». Хуачен приподнял бровь: «Завтра?» «Ладно». Он не высказал возражений, ничего больше не добавил, но в следующий миг вновь навалился на принца. Возможно, это было ложное ощущение, но оставшуюся часть ночи Хуачен еще более рьяно измывался над селянем, так что всего через несколько заходов тот уже кричал: «ГГ, пощади», а после в полузабытии провалился в сон. И вообще-то принц мог бы спокойно проспать до рассвета, но не прошло и 2 часов, когда он даже сквозь глубокий сон почувствовал, что постель рядом опустела. Открыв глаза, принц обнаружил, что Хуачен исчез. Селянь застыл. Сон как рукой сняло, принц немедленно сел. Затем наспех привел себя в порядок, аккуратно спустился с кровати, толкнул дверь покоев и вышел, размышляя, куда подевался Сань Лан. Проспать полночи и вдруг исчезнуть — такое с ним случалось впервые. Селянь обошел весь дом блаженства, но не обнаружил того, кого искал, поэтому вспомнил, что одна из комнат используется для перемещения в пространстве. Добравшись до нее, он действительно обнаружил, что дверь комнаты уже кто-то открывал. Однако принц помнил, что в прошлый раз магическое поле на двери изображалось иначе, а сейчас еще не высохла свежая киноварь нового рисунка. Селянь без лишних раздумий толкнул дверь и вошел. А когда переступил порог, то вместо дома блаженства оказался в непроглядной темноте. Закрыв дверь, Селянь зажег пламя на ладони, чтобы осветить обстановку. Разглядев, где находится, он невольно застыл. Поле сжатия тысячи ли перенесло его в огромную темную пещеру. Пещеру 10 тысяч божеств, для чего Хуачену посреди ночи понадобилось наведаться сюда в одиночку. Разве они не договорились прийти сюда вместе на следующий день? Почему он отправился раньше? Селянь покачал головой и с огоньком в руке медленно двинулся по коридору холодной пещеры. Шаги отзывались мрачным эхом, тонкие покровы со статуй уже были сняты, и из темноты вокруг на принца молча глядели бесчисленные лица, такие же, как его собственное. Если подумать, картина несколько жутковатая. Проходя через грот, Селянь обвел пещеру взглядом и заметил изваяние воина, радующего богов, который стоял в изящной позе с цветком в одной руке, мечом в другой и мягкостью во взгляде. Здесь насчитывалось самое большее 1000 статуй, а по меньшей мере несколько сотен. Неизвестно, сколько долгих часов и изнуряющих стараний было вложено в их изготовление и сколько лет они молчали в этой темноте. Подумав об этом, Селянь вздохнул, поравнялся со статуей, склонил голову и пробормотал: «Наверное, было очень одиноко». Он имел в виду и того, кто изваял статуи, и сами его творения. Каменный воин кивнул в ответ. Селянь так и застыл. Зрелище вышло до крайности пугающее. Только спустя какое-то время до принца дошло, в чем тут дело. Должно быть, поскольку он только что наполнился магическими силами, сейчас они разливались от него во все стороны, захватывая даже статуи в пещере,
и потому изваяния начинали двигаться. Принц поспешно приструнил собственную ауру, но слишком поздно статуя воина, радующего богов, уже сделала шаг. Огромное количество магических сил селяня, льющихся через край, задело изваяние, однако сам принц не собирался по-настоящему им управлять, поэтому движения статуи вышли немного неуклюжими. Бум, воин оступился и упал. Селянь сразу же помог ему подняться. Осторожнее, воин, которого поддержал принц, с неизменной улыбкой приподнял голову, сохраняя горделивый и возвышенный вид, и кивнул селяню в знак признательности. Принцу его высокомерный облик показался смешным, однако он сдержался и спросил: «Ты видел Хуачена? Статуи могли издавать простые звуки, но говорить не умели, если только не изображали божество с хорошо подвешенным языком и талантом к ораторскому искусству». Услышав вопрос, изваяние призадумалось, словно не зная, о ком идет речь. Селянь понял, ведь он тогда еще не был знаком с Хуаченом. Поэтому спросил иначе: «А человека в красных одеждах ты не видел?» Тогда статуя наконец улыбнулась и сдержанно кивнула. «Ты знаешь, куда он пошел?» Обстановка пещеры была для принца незнакомой, и он боялся заблудиться. Статуя, замерев ненадолго, указала ему направление, и селянь ответил: «Премного благодарен вашему высочеству». Пройдя еще немного, принц обернулся и увидел, что изваяние воина, радующего богов, довольно быстро овладело способностью двигаться и теперь принялось танцевать с мечом, принимая изящные позы, словно находилось на праздничном шествии в честь жертвоприношения небесам на глазах у множества зрителей. Жаль только, что некому было насладиться этим зрелищем. Вскоре принц добрался до следующей развилки. И, конечно же, снова приготовился попросить помощи у статуи, поэтому вошел в ближайший грот. Но, оказавшись внутри, увидел на каменном постаменте фигуру в сидячей позе. Статуя, обхватив сосуд с вином, яростно глотала невидимый напиток. Селянь молча выхватил сосуд из рук изваяния и прикрикнул: «Хватит пить!» Эта статуя тоже походила на него, только облик был чуть проще, а белые одеяния беднее, без следа былой роскоши. Изваяние попыталось забрать сосуд, что отнял принц, но ничего не вышло, движения получались неловкими, будто во сне. Тогда оно в гневе крутанулось и вдруг, обняв селяня, разрыдалось. Селянь, совершенно потрясенный, проговорил: «Да и плакать не обязательно», но статуя расплакалась еще горестнее, словно от бесконечной обиды. Вино отобрать не получалось, так что она крепко заключила принца в объятия. Селянь, не зная, почему в опьянении он вдруг сделался таким прилипчивым, ничего лучше не придумал, как обнять статую в ответ и, легонько поглаживая по спине, утешить: «Ну все». Затем, поняв, что в сосуде с вином и вина-то нет, принц подумал, что вполне может вернуть его изваянию, и спросил: «Ты видел человека в красном одеянии?» Куда он пошел, изваяние указало ему дорогу, селянь вернул ему сосуд и направился дальше. А оно перестало плакать и уселось на постамент в обнимку с сосудом, снова уставившись в одну точку. Принц обернулся, посмотрел на статую, вздохнул и продолжил свой путь. Спустя еще некоторое время он услышал скрип, похожий на трение металлических цепей, затем вошел в очередной просторный грот. С потолка грота свешивались качели, а на них сидела божественная статуя. Облик ее был вдохновенным, полным юношеской энергии. Должно быть, это был 17-летний принц в образе ученика монастыря Хуанцзи. Он ухватился за цепи качелей, старательно пытаясь раскачаться, но поскольку сам сидел на них, ничего не получалось, и лицо его окрасилось раздражением. Видя такую картину, селянь подошел, чтобы подтолкнуть изваяние. Качели наконец взлетели в воздух, и юноша в монашеском одеянии очень этому обрадовался. Пользуясь моментом, принц задал вопрос: «Ты видел человека в красном одеянии?» Куда он пошел, статуя юноши, одной рукой держась за цепь, другой указала путь, и селянь, подтолкнув качели еще пару раз, попрощался с ним. Качели взлетели еще около 20 раз, после чего медленно остановились. Больше некому было их толкать, и статуя юноши замерла, вновь изобразив на лице недовольство.
Пройдя еще довольно долгий отрезок пути, Селянь предположил: наверное, я почти на месте. И вдруг услышал едва заметный звук, похожий на сдерживаемый стон боли, и невольно замер. Что это? Кто-то задыхается. Звук раздавался из грота впереди. Войдя внутрь, принц обнаружил там каменный постамент, а на постаменте лежащую горизонтально статую, накрытую с ног до головы не спадающим на землю белым покровом. Фигура под тканью смутно шевелилась, то сжимаясь в комок, то переворачиваясь с боку на бок, словно претерпевая невыносимые мучения и с трудом пытаясь освободиться. Принц как раз намеревался сорвать покров, как вдруг чья-то рука сзади закрыла ему глаза, следом послышался тихий вздох: «ГГ». Селянь усмехнулся и мягко позвал: «Саньлан, ты думаешь, что если не дашь мне увидеть, то я не пойму, что там происходит?» Спустя время Хуачен вздохнул вновь: «ГГ, я виноват». Селянь убрал его ладонь от глаз и обернулся. Нежные объятия, за его спиной стоял высокий и стройный мужчина в красном, и это действительно был Хуачен. Пойманный с поличным, он закрыл лоб рукой и, наконец, признался: «Да». Неудивительно. Вот в чем дело, и нет ничего странного в том, что Хуачен никак не хотел позволить принцу увидеть эту статую. «Ты пришел сюда ночью, чтобы заранее спрятать его от меня?» Хуачен отвел взгляд и ответил: «Да». Селянь не знал, плакать или смеяться. Неужели Хуачен настолько не решался показать ему это изваяние, но зачем его прятать? Вообще-то здесь нет ничего ужасного. Вот только сейчас возникла весьма деликатная проблема, и эта деликатная проблема заключалась в том, что, появившись здесь, Селянь невольно привел все статуи в движение. Первоначально тут не было ничего страшного, вот только именно для этой особенной статуи оживление превратилось в мучение. Поскольку под покровом изображался 17-летний Селянь, которого в горной пещере настигли чары нежных объятий. Другие изваяния либо танцевали с мечом, либо пили вино, либо качались на качелях, делали что угодно другое, и только этому не повезло, оно попало под губительное действие яда цветочных демонов. И это привело к тому, что ожившее изваяние теперь испытывало невыносимые страдания. Вздохи из-под покрова казались столь томительными, что Селянь сам не выдержал, вспомнив ту тревожную, но незабываемо волнующую ночь. Как жаль его. Если я сейчас уйду, он снова обернется обычной статуей, тогда ему не придется так мучиться. Хуачен возразил: «Боюсь, что нет. Все-таки магические силы ГГ сейчас находятся почти на пике мощи, все статуи в пещере 10 тысяч божеств попали под твое влияние. Даже если уйдешь, они еще надолго сохранят способность двигаться. Слишком уж мучительно. Но что-то еще можно предпринять?» — спросил Селянь. Хуачен всегда находил решение, вот и сейчас слегка наклонил голову и сказал: «Я как раз этим занимался. ГГ, идем со мной». Он привел Селяня в другой грот. Оказавшись там, принц чуть округлил глаза, ведь там стояла каменная статуя мужчины, высокая и стройная, с прекрасными глазами, чуть приподнятыми уголками губ и повязкой на правом глазу. Точная копия демона в красном, что шел перед ним. То была статуя князя демонов, это же, я только что наспех вырезал его, заметив неладное. Столько лет не брал в руки резец, немного потерял сноровку. ГГ, взгляни, похож ли Селянь, внимательно осмотрев изваяние, ответил: «Очень». Но что Селянь заулыбался, не так красив, как его прообраз. Хуачен тоже улыбнулся. Затем принц добавил: «Значит, способ, о котором говорит Саньлан, это сделать так, чтобы эта статуя князя демонов помогла попавшей под влияние нежных объятий статуи принца избавиться от действия яда». Помолчав, Хуачен перестал улыбаться, сделался серьезным и ответил, не отрывая глаз от лица Селяня: «Да». Принц сначала не заметил осторожного вопроса в его взгляде и подумал: способ слишком уж, конечно, метод и впрямь действенный, с незамедлительным результатом, однако даже мысли об этом были невероятными и волнующими. Говоря на чистоту, Хуачен ведь собирался при помощи статуи князя демонов лишить невинности статую юного принца, тем самым подавив действие яда,
даже разговор об этом казался постыдным, принц еще не нашел нужных слов для ответа, а Хуачен уже оказался перед ним и опустился на одно колено. Селянь застыл и бросился поднимать его. «Сань Лан, что это значит, ваше высочество?» — мрачно произнес Хуачен. «Я проявил неучтивость». Селянь никак не мог заставить его подняться, поэтому сам присел рядом и с непониманием спросил: «О какой неучтивости ты говоришь, Хуачен?» Неотрывно глядя на него, сделал легкий вдох и с твердостью в голосе произнес: «Ваше высочество, прошу, поверь мне, сегодня я вынужден пойти на столь опрометчивый шаг. Да, я вырезал эти статуи своими руками, но никогда у меня не возникало даже мысли запятнать их неучтивостью. Если этот способ кажется вашему высочеству неподобающим, я найду другой». Селянь наконец понял, почему Хуачен вдруг сделался таким серьезным. И если заглянуть глубже, Хуачен всегда беспокоился, что Селянь, узнав о существовании такого количества тайно изготовленных демоном изваяний, сочтет его действия дерзкими и даже пугающими. И сейчас, предлагая такой способ решения проблемы, Хуачен, должно быть, еще сильнее запереживал, что Селяню покажется, будто у него голова забита всяческим непотребством и нечистыми помыслами. Принц с улыбкой вздохнул, обеими руками потянул Хуачена и, наконец, смог поднять его на ноги. «Разумеется, я верю тебе. Я знаю, ты всегда относился ко мне с должным уважением». Однако, что касается его фразы, даже мысли не возникало запятнать неучтивостью, принц не мог безоговорочно согласиться с этим. Все-таки, если разобраться, с тех пор, как Хуачен рассыпался бабочками, а потом вернулся к принцу, он то и дело норовил запятнать свое божество в храме тысячи фонарей, и с каждым разом становился все смелее. Селянь тихо кашлянул: «Мне этот способ вовсе не кажется плохим. Он даже очень хороший». Однако стоило принцу подумать, чем по существу является этот способ, его лицо вновь вспыхнуло, а собственные слова неизбежно показались несдержанными. Но Хуачен, заполучив его разрешение, наконец постепенно вернулся к своему естественному состоянию. Селянь положил руку на плечо статуи князя демонов и спросил: «Мне осветить его?» Хуачен моргнул и с улыбкой медленно произнес: «Если ГГ желает, разумеется, лучшего я и ожидать не смел». Селянь кивнул. Спустя мгновение изваяние демона легонько приподняло бровь, при виде чего принц невольно отдернул руку с его плеча. Уж слишком похож, возможно, что-то ощутив, из других гротов медленно приблизились несколько фигур, другие божественные статуи с любопытством окружили их, словно хотели повнимательнее взглянуть на новое изваяние, совершенно от них отличное. Каменный князь демонов, увидев их, поморгал и поднял бровь еще выше, будто о чем-то задумался и в то же время кого-то искал. Селянь, уговаривая и прогоняя, с огромным трудом выпроводил собственные статуи прочь. Но, скользнув взглядом в сторону, вдруг воскликнул: «А где же нежные объятия?» Он просто обозначил таким названием ту невезучую статую. В какой-то момент на постаменте осталась лишь белая газовая ткань, а лежачая статуя, попавшая под действие нежных объятий, куда-то исчезла. Селянь в душе воскликнул: «Плохо дело». Вошедший следом Хуачен тоже сразу сделался серьезным. Пещера 10 000 божеств огромна, думаю, он не мог далеко уйти. Нужно скорее найти его, Хуачен возразил. Боюсь, не все так просто. ГГ, взгляни. Он указал на землю, а Селянь, подойдя ближе, заметил там магический круг. Причем вычерченный с явным усилием прямо на камне, вероятно, пальцем. Поле сжатия тысячи ли? Сколько же магических сил впитала эта статуя, раз смогла голыми руками сама изобразить это магическое поле? Селянь едва не повалился на земь там же, где стоял. Но эта статуя изображала принца в момент действия яда нежных объятий. Что если ей на пути попадется какая-нибудь женщина из простых смертных? Стыда не оберешься. Какие ошеломительные легенды поползут по миру после этого? Когда он убежал? Куда он мог убежать, ГГ, не волнуйся. Лучше подумай, кому бы ты сам обратился тогда, попав в ловушку нежных объятий. Что ж, это несложно. Селянь, впрочем, не так уж сильно волновался.
а теперь быстро успокоился и произнес: «Думаю, я бы обратился». Он не успел закончить фразу из-за неожиданного нападения по сети духовного общения. Только принц успел поднести руку к виску для ответа, как услышал в ушах голос Фэн Синя: «Ваше Высочество». «Что за чертовщина? Какой-то оборотень прикинулся тобой, так и думал». В то время самыми верными помощниками селяня были Фэн Синь и Му Цин, и случись с ним что, он, конечно же, первым делом пошел бы к ним. Хорошо, что статуя сразу отправилась искать Фэн Синя, а не носиться как оголтелая по улицам. Селянь с облегчением выдохнул и быстро ответил: «Нет, нет. Это не оборотень, и никто мной не прикидывался». «В каком смысле?» — поразился Фэн Синь. «Не оборотень и не самозванец. Неужели это ты собственной персоной?» «Быть не может, да нет же». «Так, что с ним сейчас?» «Ты его схватил». «Не дай ему сбежать, поздно, уже сбежал что?» «Это плохо, да уж, ничего хорошего. Вдруг кто-то увидит его, бегающего голышом». «Это никуда не годится, постой, что ты сказал?» «Голышом?» «Я, то есть, он что, не одет?» «Можно и так сказать. Одет, но очень легко, в какие-то лохмотья, будто кто-то разорвал на нем одежду. И еще, если это не оборотень и не самозванец, что же он тогда такое? Что, в конце концов, происходит? По мне так он похож на божественную статую». «Погодите-ка, на статую». Фэн Синь пришел в ужас. «Только не говори, что он сбежал из той пещеры под медной печью. Чем вы там занимались?» Селянь не очень хорошо помнил, во что был одет, когда попался в ловушку нежных объятий. Тогда он испытывал нестерпимые мучения и, наверное, сам порвал на себе одежду в полузабытии. «Потом объясню», — ответил принц Фэн Синю. «Я сейчас же поднимусь к вам». Принц вышел из сети духовного общения и сказал Хуачену: «Сань Лан, нам нужно наведаться в новую столицу бессмертных». Тем временем Хуачен уже превратил новенькую статую князя демонов в маленькую фигурку, которая уместилась на ладони, и ответил: «Хорошо». После чего в несколько движений изобразил магическое поле для перемещения. Вскоре они вдвоем ворвались прямо во дворец Наньяна в новой столице бессмертных. Открыв ворота, принц и демон увидели Фэн Синя, который, наткнувшись на Хуачена, округлил глаза: «Собиратель цветов под кровавым дождем. А ты зачем здесь? Для чего ты явился на небеса?» Непревзойденный князь демонов, вместо того, чтобы сидеть спокойно в своих владениях, заявляется в столицу бессмертных, когда ему вздумается. Куда же это годится? Хуачен, не удостоив его ответом, прислушался и спросил: «Почему не слышно объявления?» Ведь не может быть, чтобы небесные чертоги отказались держать свое слово. Фэн Синь, разумеется, знал, о каком объявлении спросил Хуачен. О том самом воспевании доблестного поступка собирателя цветов под кровавым дождем, который спас всех небесных чиновников, ведь оно должно было длиться целый год. На лбу небожителя вздулись вены. Какое еще объявление посреди ночи? «Нам тоже нужно отдыхать, днем опять будет слышно». Хуачен наконец хмыкнул, видимо, таким образом ответив: «Ну ладно, прощаю». Селянь произнес: «Ох, пусть делают, что хотят. Вернемся к делу, ты видел того меня?» Куда он побежал? Фэн Синь указал направление: «Туда». «Я как раз собирался в погоню, когда вы поднялись». В душе селяня зародилось недоброе предчувствие. «Можно спросить, а в той стороне располагается?» Фэн Синь коротко и ясно ответил: «Дворец Сюаньчжэня». Селянь так и осекся. Хуачен мрачно бросил: «Идем вдвое», не смея медлить, второпях бросились к дворцу Сюаньчжэня и ворвались в него через главные ворота. А ворвавшись, увидели Му Цина, который оторопело сидел на божественном постаменте, словно только что увидел нечто невообразимое. Селянь приблизился и помахал рукой перед его лицом. Му Цин, тот, заметив селяня, наконец пришел в себя, однако лицо его осталось все таким же потрясенным, и лишь спустя некоторое время он смог наконец выговорить: «Селянь, что ты творишь, что я творю?» Я и сам не знаю, что я творю».
Не мог бы ты мне рассказать?» Му Цин вытаращился на него. «Зачем ты посреди ночи полураздетым прибежал в мой дворец?» Хуа Чен недобро сощурился. Селянь прервал. «Не надо своими речами вводить других в заблуждение. Неважно, что ты только что увидел, это в любом случае был не я». Му Цин прикрыл ладонью пол лица, словно желал выцарапать увиденное из глаз. Затем с темным, как бронза, лицом произнес: «Пусть это не ты, но без тебя тут явно не обошлось. Это ведь статуя из той пещеры. Что вы натворили? Выпустили столь непристойное изваяние бегать повсюду в ночной час. Не слишком ли фривольные забавы ты и собиратель цветов под кровавым дождем себе позволяете? Какое тебе до этого дело?» Фыркнул Хуа Чен. «Что значит «какое мне дело»?» Гневно рявкнул Му Цин. «Это мой дворец», — Хуа Чен протянул. «Я тоже приложил руку к строительству новой столицы бессмертных». Му Цин не нашелся с ответом. По правде говоря, из-за серьезных потерь, понесенных небесными чертогами, немалому количеству небожителей пришлось тайно просить помощи у хозяина призрачного города. Если так посчитать, постройка новой столицы бессмертных и впрямь не обошлась без Хуа Чена. «Вообще-то это никакие не забавы», — вмешался Селянь. «Всего лишь недоразумение. Где он сейчас? Он выкрал у меня меч и убежал. Продолжать не потребовалось. Селянь и так понял, где следует искать беглеца». Из цветочного садика, устроенного возле дворца Сюаньчжэня, раздался звон металла. Селянь немедля бросился на звук, и действительно, статуя «Нежные объятия» стояла прямо на искусственной горе в саду. Одеяний на статую почти что не было, гладкие блестящие плечи и грудь оголились практически полностью. Нижние одеяния тоже, можно считать, отсутствовали, картина весьма неприличная. Но еще более сильное впечатление производило лицо статуи, чуть сведенные брови, почти видимый румянец на коже и тонкие струйки пота. Назвать мастерство резчика сразу и божественным, и демоническим искусством было бы нисколько не чрезмерной похвалой. Но сейчас изваяние, схватив украденный из дворца Сюаньчжэня меч. Цинь-цинь, цинь-цинь. Раз за разом вонзало его в собственное тело, разумеется, чтобы, как и сам принц тогда, поранить себя и тем самым снять действие яда. Но поскольку камень из медной печи был неимоверно крепким, меч никак не мог пронзить его, только гнулся металл. Статуя, похоже, отчаялась и занесла руку, чтобы размозжить себе голову одним ударом. Тогда Селянь поспешил остановить. «Успокойся». «Успокойся», статуя обратила к нему затуманенный взгляд, а принц подлетел и отвесил такой удар, что изваяние сверзилось с возвышения, упало в пещеру и больше не смогло подняться. Хуа Чен в мгновение окочутился возле Селяня и сбросил что-то в ту же пещеру. Статую князя демонов, впрочем, каменный князь демонов скорее сам вырвался из его рук при виде статуи юного Селяня, нежели Хуа Чен бросил его. Едва соскочив с ладони Хуа Чена, изваяние в воздухе приняло прежнюю форму, приземлилось и накрыло своим телом каменного принца, после чего снизу раздался удивленный вздох. Селянь поскорее спрыгнул с горы и затолкал прибежавшего на шум Му Цина обратно во дворец со словами «Не успеть. Уж прости, но нам придется ненадолго позаимствовать твой драгоценный садик». Му Цин потрясенно спросил: «Что вы там натворили?» «Потом объясню, приношу 10 тысяч извинений». Хуа Чен неторопливо протянул: «К чему извинения? Ты ведь столько раз спасал ему жизнь». «Нет уж, лучше все-таки объяснись сейчас», — настоял Му Цин. «Я, кажется, видел, как ты сбросил туда себя, и он тоже сбросил свою копию, мне ведь не померещилось. И чем же вы там занимаетесь? Что сейчас творится на той горе?» Селянь чуть не схватил его за шею, чтобы утащить в покой дворца. «Дело не терпит отлагательств. Правда, Му Цин, не надо туда ходить». «Ну зачем тебе эти мучения?» Му Цин взревел: «Селянь, что вы устроили в моем дворце? Твою мать!» «Да твою ж мать, это не мы. Всего лишь недоразумение, правда, ждать было невозможно. И еще ты опять перепутал слова. Спустя 2 часа 2 статуи наконец без остатка истратили все магические силы, что перетекли к ним от настоящих Селяня и Хуа Чена.
Взойдя на гору в саду и заглянув в пещеру, принц закрыл лоб ладонью. Хуачен занялся статуями, а Селянь молча вышел и задержал снаружи Фэн Синя и Му Цина, которые тоже хотели взглянуть, что произошло. «Вы не захотите этого видеть», — честно сказал им принц. Фэн Синь вообще-то и без того никогда не страдал любопытством, а почувствовав неладное, тут же разумно отступил. Му Цин же никак не мог успокоиться, его лицо почернело, как днище старого котла, он в бешенстве затряс рукавами и в таком же бешенстве забормотал: «Просто не могу поверить. Я просто не могу в это поверить. Как такое могло случиться? Как такое могло случиться в моем дворце?» После он уплыл прочь, словно непрекаянный призрак. Наверное, Му Цин больше никогда не сможет спокойно взглянуть на эту гору в своем саду. Селянь подозревал, что тот скорее одним ударом сравняет здесь все с землей. По правде говоря, Селянь и сам не смел поверить, что с ними произошло столь неописуемое недоразумение, не зная, стоит ли ему чувствовать стыд по этому поводу. Обернувшись, принц посмотрел на две статуи, нет, сейчас следовало бы называть их одной статуей, и спросил: «А они так и останутся», — ответил Хуачен. «Теперь они неразлучны». Селянь закрыл лицо ладонью. Да разве у какого-то еще небесного чиновника может быть подобная статуя? Разве это можно показывать людям? Это ведь просто верх неприличия, где такое видано. Принц простонал: «Сань Лан, возьми их и спрячь. Их никто не должен увидеть». «Разумеется», — усмехнулся Хуачен. «Не волнуйся, ГГ». Они, наконец, вернули две статуи, соединившиеся в одну, на место в пещеру 10 тысяч божеств, и Селянь вытер пот со лба. Остальные изваяния Селяня снова набежали из любопытства, и принц опять выпроводил их со словами: «Нельзя смотреть на то, что не соответствует приличиям». Ничего не поделаешь, пришлось им уйти. И хотя статуи так и не увидели завершенное произведение, уходя, они то и дело оборачивались, словно очень завидовали тому Селяню, который, наконец, обрел пару. Действие яда нежных объятий рассеялось, но другие статуи Селяня остались незавершенными, никто не любовался танцем воина, радующего богов, никто не поддерживал захмелевшего принца, некому было толкнуть качели. Селянь невольно посетовал в душе: вот бы у каждого селяня появился свой Хуачен. К его неожиданности Хуачен сказал то же самое: «ГГ, тебе не кажется, что каждому его высочеству неплохо было бы заполучить своего Сань Лана?» Они сразу пришли к согласию, остались в пещере 10 тысяч божеств и развернули масштабную работу. Вскоре принц получил возможность своими глазами увидеть, как Хуачен превращал грубый кусок камня в изящное произведение искусства. Его мастерство не поддавалось описанию, поскольку работал он так быстро, что невозможно было разглядеть движение его рук. Хуачен давно соединил в одно целое технику и магию, так что принцу оставалось лишь восторженно вздыхать. В итоге, когда Хуачен развернулся, из груды мелких обломков показался только что высеченный из камня ребенок. С растрепанными волосами, в порванной одежде и бинтах на голове он выглядел ужасно жалобно, при этом держал что-то в ладошках, не желая отпускать. Принц осветил маленькую статую, положив руку ей на голову, а Хуачен наделил каплей магических сил. В тот же миг ребенок заморгал и принялся озираться по сторонам, а увидев, что кто-то держит его за шиворот, отвесил яростный пинок. Хуачен, похоже, ожидал от него чего-то подобного, поэтому с легкостью увернулся и продолжил держать мальчишку на весу, позволяя тому отбрыкиваться и вырываться. Селянь не ожидал от маленького Хуачена подобной свирепости и прыснул: «Ох, какой злюка!» Хуачен цокнул языком и бросил мальчика в сторону. Тот с громким «бум» плашмя упал на пол пещеры, быстро вскочил и уставился на демона недобрым взглядом. Селянь запереживал, что мальчик ушибся, и протянул к нему руки. «Сань Лан, ты слишком сильно его бросил. Осторожнее, не то разобьешь». А ведь если подумать, это дитя только-только появилось на свет, но Хуачен с безразличием ответил: «Не страшно, он очень живучий». По отношению к Хуачену мальчик вел себя ужасно враждебно, тогда как к принцу отнесся весьма дружелюбно.
Видя, что селянь подзывает его, он в самом деле собрался подойти. Но тут статуя воина, радующего богов, которая находилась неподалеку, будто бы что-то почувствовала, спустилась со своего постамента и подошла взглянуть. Увидев изваяние наследного принца в образе воина, радующего богов, ребенок застыл. Глаз, выглядывающий из-под бинтов, сделался большим, мальчик с громким топотом бросился к принцу, словно хотел обнять его, схватить за полы одежд, но все же не решался приблизиться и запачкать одеяние небесного божества. Лишь спустя некоторое время он с крайней осторожностью протянул к принцу ладошку и, наконец, разжал пальцы. Оказалось, что на его ладони спрятался маленький цветок. Воин, радующий богов, принял цветок, мягко улыбнулся, наклонился и сам взял мальчика на руки, после чего они вместе радостно удалились. Похоже, один наконец нашел того, кто будет наслаждаться его выступлением, а другой наконец нашел того, кому будет подносить цветок. Селянь остался вполне удовлетворен таким итогом, но у него вдруг возник другой вопрос: «Сань Лан, когда ты закончишь работу, получается, пещеру 10 000 божеств будет заполнять огромное множество твоих и моих статуй. А они не перепутают друг друга. Все же многие из них похожи». Хуачен усмехнулся и возразил: «Этого не случится». Почему Хуачен повторил «не случится»? Подняв глаза на принца, он с улыбкой произнес: «Пусть даже его высочество ошибется, я не ошибусь никогда». Потому что каждый Хуачен всегда будет последователем единственного его высочества, будет предан ему одному. Селянь перевел на него внимательный взгляд, у него вырвалось: «Я тоже не ошибусь». У одного селяня всегда будет только один самый преданный последователь. Я буду вечно это помнить. На этой фразе принцу вдруг стало до странного неловко. Сейчас они походили на детей, которые с жаром давали друг другу обещание: «Я всегда буду любить тебя и только тебя». Весьма искренне и в то же время наивно. Хоть и наивно, а все же искренне. Помолчав немного, селянь тихонько кашлянул: «Что ж, теперь давай сделаем для его высочества наследного принца, сидящего на качелях, его превосходительства князя демонов, который эти качели подтолкнет». Ведь он выглядел таким одиноким и несчастным, когда никто не помогал ему толкать качели. «Хорошо», — охотно согласился Хуачен. Селянь спросил снова: «А как быть с тем, что пьет вино?» Тут придется поломать голову. Кажется, он не совсем в трезвом уме, да еще заливается слезами. Ох, здесь слишком много статуй. Когда же мы сможем сделать пару для каждой, чего бояться? Усмехнулся Хуачен. Не будем спешить, рано или поздно они встретят друг друга. Селянь тоже заулыбался и кивнул, тихо соглашаясь: «Да, обязательно встретят». В каменной пещере две некогда отдельные статуи теперь слились в одно целое. Они крепко обнимались и смотрели друг другу в глаза, находясь совсем близко. Взгляды их, как и тело, сплелись неразрывно и стали по-настоящему неразлучны.